Чтобы сделать бусы из жемчуга через узелок, берем жемчуг и нить. Нить должна быть прочной. Можно использовать синтетическую или шелковую нить. Теперь делаем пробный узелок. Берем нить, продеваем ее в бусину, завязываем узелок. Если узелок пропускает нитку, значит берем нить вдвое. Наносим на кончики немного клея или бесцветного лака для ногтей. Продеваем нить в бусину, завязываем узелок, пробуем. Если нить снова пропускает бусину, значит берем в 3 нити. Снова наносим немного клея. Продеваем нить в бусину, завязываем узелок. И проверяем, пропускает ли бусина узелок. Нет, не пропускает. Вам может понадобиться 4 нити или больше. Теперь начинаем нанизывать все бусины на нить. Чтобы облегчить этот процесс, можно использовать иглу для нанизывания бусин. Вот так продевается нитка. Потом на иглу нанизываются бусины. Можно сразу несколько. И продеваются и оказываются уже на нитке. Когда все бусины у нас оказались на нити, завязываем в конце узелок. Подвигаем конец все бусины. И добавляем на нить элемент нашей застежки. Завязываем плотный узелок. Еще один узелок. И затягиваем поплотнее. Берем клей и склеиваем вот этот кончик с основной нитью. Когда он подсох, берем крайнюю бусинку и подвигаем ее на место склеивания
правой рукой. Не левой рукой тянем бусину, а правой рукой подвигаем ее налево. Теперь завязываем первый узелок. Берем толстую иголку и подтягиваем узелок поплотнее к бусине. И только когда уже узелок очень плотно находится к бусине, только тогда аккуратно вытягиваем иголку. Берем еще одну бусину, пропускаем ее через место склеивания. И вот здесь вы можете уже обрезать приклеенный кончик. Но он у меня хорошо приклеился, поэтому я завязываю сразу следующий узелок. Берем следующую бусину, подтягиваем ее. Я пропущу эту бусину через место склеивания и отрежу оставшийся кончик. Осторожно, не отрежьте основную нить. Завязываем узелок. Подтягиваем близко к бусинке и отпускаем иголку. Вот так можно подтянуть, если узелок получился не слишком плотно. Привязываем бусинки одну за другой. Хорошо получается, когда бусины, уже привязанные, лежат на поверхности. Тогда узелок не формируется раньше времени и не затягивается. Привязываем все бусины, кроме последней. Добавляем на нить второй элемент нашей застежки. И точно так, как мы делали в начале, приклеиваем кончик нити к основной. Даем немного высохнуть клею. И подвигаем правой рукой бусину налево через место склеивания. Теперь нам нужно очень плотно ко всем остальным бусинам подвинуть колечко. Аккуратно подвинули. И между последней и предпоследней бусиной у нас нет узелка. Мы завязываем узелок. И еще один узелок.
Получается 2 узелка. Капаем сюда немного клея, не касаясь бусины. И обрезаем лишнюю нить. Застегиваем застежку. Вот такие красивые жемчужные бусы получились через узелок. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, задавайте ваши вопросы. До новых встреч, пока!